Аня Вески – популярная эстонская певица, получившая широкую известность в Советском Союзе. Ее появление на эстраде всколыхнуло публику. Она эффектно отличалась от всех исполнителей того времени. Яркая, красивая блондинка, одетая совсем иначе, говорящая с легким акцентом, воспринималась как заграничная дива. Она сразу же завоевала симпатию и любовь зрителей. До сих пор певица популярна не только в родной стране, но и в России. В личной жизни Вески бывали крутые повороты, о которых она пела в своей популярной песне. Но на какие жертвы шла талантливая певица ради славы? Наша героиня родилась 27 февраля 1956 года в эстонском городке Рапла в совершенно обычной рабочей семье. Мама работала продавщицей, а папа водителем. Хотя ее родители не занимались музыкой профессионально, они увлекались игрой на национальных инструментах. Аня далеко не сразу решила посвятить себя музыке. Сначала она получила высшее образование в области технических наук, но будущая профессия совершенно ей не нравилась. Куда больше девушку прельщало творчество. В итоге она решила оставить техническую специальность и полностью посвятить себя любимой музыке. Когда ее пригласили поработать в местной филармонии, начинающая певица с радостью согласилась. Красавицу приняли в коллектив под названием «Мобили». Здесь же выступал ее брат. Первую славу красавица получила в 80-м году, когда вышел ее хит под названием «Королева розового сада». Карьера некогда начинающей артистки быстро пошла в гору. Ее были рады видеть всюду. Певицу приглашали на концерты, она снималась на телевидении, была частым гостем на радио, ездила на гастроли по разным странам. Артистка стала культурным феноменом своего времени, о ней даже сняли несколько документальных фильмов. Ее диски охотно раскупались, тексты для ее песен сочиняли самые лучшие композиторы. Пока ее карьера стремительно шла на взлет, семейная жизнь катилась под откос. Никто не знал, что восходящая звезда эстрады боится возвращаться после выступлений домой. В 21 год Аня вышла замуж за поэта Яака Вески, который написал для нее первые песни и сыграл большую роль в ее становлении как артистки. Но если бы он тогда знал, какую популярность эти песни принесут его супруге, то, наверное, не сделал бы этого, ведь ее успех стал для него тяжелым испытанием. Ему хотелось, чтобы Аня оставалась в Эстонии, а она мечтала открывать новые горизонты. Как только она начала гастролировать, атмосфера в семье накалилась. Супруги часто ссорились, и выяснения отношений были очень бурными. Яак выпивал и поднимал руку на жену. С его агрессией она мирилась целых 4 года, никак не решаясь уйти от тирана. В первый раз он ударил ее еще до свадьбы. Однажды на танцах Яак начал приглашать других девушек, а когда жена потребовала объяснений, толкнул ее так, что она упала. Тогда она еще верила в то, что люди меняются, и надеялась, что после свадьбы он станет другим. Конечно, все только усугубилось. Последней каплей стало то, что однажды муж схватился за топор. Спустя годы Аня рассказывала. «Однажды он пришел поздно ночью нетрезвым, и я закрыла перед ним дверь. Тогда муж решил доказать мне, что он здесь хозяин, и начал разносить дверь топором. Конечно, после этого я поняла, что не хочу больше так жить». Разрыв тяжело ударил по мужчине, и он прожил всего лишь 10 лет после развода. От первого брака у нашей героини есть дочь по имени Керли. С самого раннего детства нашу героиню отличал оптимизм, она старалась радоваться каждому дню. Вскоре в ее личной жизни появился новый избранник – Бенно Бельчиков. Влюбленные познакомились на концерте артистки, который проходил в Таллине. Он начал за ней ухаживать и окружил такой заботой и вниманием, что Аня согласилась выйти за него замуж уже через 2 месяца после развода. С тех пор супруги не расставались. Мужчина ездил со своей избранницей на гастроли и бывал на всех ее концертах. Красавица всегда много и плодотворно работала. Она могла бывать в турне по несколько месяцев и не давала себе даже короткой передышки. На любом концерте или важном мероприятии рядом с ней всегда был ее любимый супруг. Бенно организовывал концерты любимой женщины и значился директором ее гастрольных туров. Впервые певице пришлось прервать гастроли еще в конце 80-х годов. Тогда Аня Вески с музыкантами выступала на Маврикии. После концерта они собрались уезжать, и тут оказалось, что одного из участников коллектива нигде нет. Как выяснилось позже, он отправился в американское посольство и попросил политического убежища. Артистка тогда больше переживала даже не из-за того, что гастрольный тур после этого нельзя будет продолжить, и дорога за границу для них навсегда закроется, а из-за того, что она подвела директора госконцерта. Но вскоре ее концертная деятельность прекратилась уже по другим причинам. Наступил 91 год, Союз распался, и возить большую команду стало просто невозможно.
К тому же после распада СССР отношения России со странами Прибалтики стали очень напряженными, и артистка надолго была вынуждена забыть о гастролях на территории бывшего Союза. Без работы осталась не только сама певица, но и ее муж. И в тяжелые 90-е годы они решили заняться бизнесом, возили меха из Финляндии и шили из них шубы в Эстонии. Многих клиентов привлекло громкое имя певицы, и они рассчитывали на то, что она сама будет их встречать в салоне. Но Аня только вложила свои средства в это дело, а на самом деле по-прежнему не хотела заниматься ничем, кроме пения. К счастью, вскоре концерты возобновились, и она смогла вернуться на сцену. Поначалу Вески могла выступать только в Эстонии, но с 2002 года ее вновь увидели российские поклонники. В бывшем Советском Союзе без телевидения это просто невозможно было бы. И я очень рада, что телевидение всегда показала мои новые песни, и за то, что они сегодня здесь, это уже докажет, что мы с ним дружим. Она поняла, что в России ее творчество до сих пор ценится меломанами. Она снялась для нескольких российских музыкальных передач и давала концерты для российской публики. Свой 60-летний юбилей Анне Вески отметила на широкую ногу. Был устроен грандиозный концерт в Москве, на котором собрались многие почитатели таланта исполнительницы. В Эстонии ее ждал другой подарок. О ее творчестве и жизненном пути был снят документальный фильм. Телепроект пользовался большой популярностью среди жителей Эстонии. Что и говорить, дома нашу героиню просто обожают. Аня почти все время пропадала на гастролях, поэтому дочку Керли воспитывали родители певицы. Дочь долго не могла простить мать, которую почти не видела в детстве. Та редко появлялась дома, а если и приезжала, то всего лишь на несколько дней. Ситуацию усугубил развод родителей, а также скорая свадьба мамы с Бенно. Лишь когда Керли повзрослела и стала работать дипломатом, то поняла мать. В обязанности наследницы звезды входит частое перемещение и выступление перед большой аудиторией, прямо как у звездной матери. Сейчас две женщины смогли наладить общий язык и вместе заботиться о внуках Вески. До мая этого года Аня и Бенно проживали в собственном доме в пригороде Таллина. У них дома часто бывали дружеские посиделки, к ним постоянно приходили гости. При этом готовил всегда супруг. Наша героиня ответственна лишь за мытье посуды. Она рассказала, что совершенно не смыслит в хозяйстве. Но 1 мая 2022 года Бенно Белчиков умер после тяжелой болезни. В июне ему исполнилось бы 75 лет. Мы вместе прошли большой путь, женились по любви и провели в браке более 40 лет. Без него не было бы меня, сообщила артистка. Всегда буду благодарна Бенно за все, что он сделал для нас. Мы были счастливы и жили красивой жизнью, трогательно поблагодарила супруга Вески. Муж стал для Ани надежной защитой, поддержкой и опорой. Особое внимание наша героиня всегда уделяла своему внешнему виду. Несмотря на почтенный возраст, она пребывает в прекрасной физической форме. При росте 165 см ее вес составляет всего лишь 65 кг. При этом артистка решила для себя, что стареть нужно красиво. Она не пользуется услугами пластических хирургов, хотя не видит в этом ничего плохого. Женщина часто гуляет на свежем воздухе и обожает посещать сауну. Единственное, о чем сейчас жалеет Анне Вески, то, что у них с Бенно так и не родился общий ребенок. У него есть дочь от предыдущих отношений, и у меня тоже. Девочки иногда ездили с нами на гастроли, сейчас воспитываем внуков. Однако я жалею, что мы тогда не задумались о ребенке. Очень бы хотелось сына. Тем более сейчас все рожают в разном возрасте, подытожила артистка.